Канахамару обучается режиму жабьего отшельника и создает новый режим в аниме Боруто. Всем здорово, ребятос, и в данном ролике мы поговорим о нынешней и о будущей силе Канахамару. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли проклятую печать Орочимару в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди красное облако, которое было изображено на одежде Акацуки, и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Сейчас почти все говорят о новой силе Наруто и Саске или кого-то другого, но почему-то все забыли о Канахамару, у которого по факту должен быть огромнейший потенциал. Еще с первого сезона Наруто Канахамару мне очень сильно понравился, так как он стремился к той же цели, что и сам Наруто, а именно он хотел стать Хокаге. Он упорно тренировался и даже сумел обучиться Расенгану, и когда я пересматриваю момент, где Канахамару пытался остановить Темари, у меня бегут мурашки по всему телу. Но я не дам тебе плохо отзываться о братишке Наруто. Что за... Разенган, искусство ниндзя. Я не могу сказать, что Канахамару изначально был каким-то умным шиноби, так как даже тот соплявый Удон был умнее него. Но на примере Наруто можно сказать, что этот аспект и не всегда сильно влияет на исход событий в бою. Будем откровенны, личность Канахамару в аниме Боруто кардинально отличается от той личности, которая была показана в аниме Наруто. Мне иногда кажется, что у него уже нету цели стать Хокаге, так как по факту он стоит на месте в плане развития. Он почти ничего нового за 14 лет не сумел освоить. Я не хочу верить в то, что авторы просто забили на него болт, так как я уверен, что он станет важной фигурой в сюжете Боруто. Но это в будущем. Сейчас Канахамару меня только разочаровывает. И не только меня. Он действительно очень слаб. И с его нынешней силой ему Хокаге скорее всего не стать. Никогда. В бою против Ао он просто слился. Но давайте не будем нести на него столько негатива. Ведь его занижение – это часть сюжета, и он не единственный, кого занижают. Скажу даже больше, в Наруто также много раз занижали персонажей. В пример возьмем третий фильм Наруто, когда Какаши использовал всего лишь одну технику стихии воды, и все. После ее использования он уже едва стоял на ногах, и таких примеров на самом деле очень много. Так что давайте не будем сливать Канахамару так быстро, ведь по факту аниме Боруто только началось. Давайте лучше рассмотрим, на что он сейчас способен. Основной его техникой является Расенган, но он его даже сумел улучшить, добавив в него стихию ветра. И судя с увиденного, я могу сказать, что он имеет более разрушительную мощь, чем обычный Расенган. Но это еще не все. Помимо стихии ветра, Канахамару также владеет стихией огня и молнии. И почему бы ему не применить одну из этих стихий к Расенгану, чтобы сделать его мощнее? В теории это возможно, и Канахамару нужно создать личную вариацию Расенгана, ведь тот же Боруто в свои 13 лет сумел создать уже 3 новых вида Расенгана. Если Канахамару действительно хочет стать намного сильнее, то вполне возможно, что он обучится и Расен Сюрикену, ведь по факту стихией ветра он владеет, а соответственно никаких преград, чтобы его освоить, нету. Но тут уже зависит все от авторов, захотят ли они давать ему столь мощную технику или нет. Канахамару из клана Сарутоби, он внук третьего Хокаге, который считался сильнейшим Хокаге своего времени, хотя на самом деле это очень спорная тема, но сейчас не об этом. Хирозен владел всеми 5 стихиями, а соответственно Канахамару в потенциале также может их освоить, ведь это на самом деле большая редкость, когда один человек владеет сразу 5 стихиями. Канахамару заключил контракт с жабами с горы Миябоку, а все те, кто могли призывать жаб, владели режимом жабьего отшельника, и я уверен, что Канахамару не станет исключением, ведь не давать ему данный режим, как по мне, глупо и нелогично совсем. Это уже будет считаться каким-то даже унижением для его умений.
В этом режиме его физическая сила, ловкость и скорость выйдут на совсем другой уровень. Его техники также станут намного мощнее, и он будет способен использовать огромнейший Расанган. Но помимо призыва жаб, Канахамару также может призывать и обезьяну Энру. Скорее всего, это призыв из того же места, из которого Хирузен призывал Энму. И как мы знаем, обезьяны обитают зачастую в лесной местности, и вполне возможно, что у этих обезьян также есть свой режим мудреца, как у жаб или у змей. Но тут возникает вопрос: если у обезьян есть свой режим мудреца, то почему Энма не обучил Хирузена своему режиму? Ответ у меня один: не все способны его освоить. Пример этому есть Орочимару, который с самого детства считался гением, но даже так он не мог и не может формировать синдзюцу чакру из-за того, что он не обладает большими запасами чакры и его тело физически слабое. Возможно, по этой причине и Хирузен не мог входить в режим мудреца. Но вот Канахамару, который является его внуком, точно должен его превзойти, и без силы мудреца ему этого никогда не сделать. Нам неизвестно, откуда именно призываются Энма и Энра, но как я сказал ранее, это должна быть лесная местность, а в Наруто есть только одно такое место, а именно лес Шикоцу. И да, это тот самый лес, где скорее всего Хаширама обучился своему режиму мудреца. Хотя эта информация и не точная, но другого места, где он мог его освоить, нету. Все сейчас обсуждают, куда пропал Какаши в манге Боруто, но опять же, никто не говорит, куда пропал Канахамару, ведь он последний раз появлялся еще в бою против Кашина Коджи, а это 25 глава манги, в тот момент, когда уже вышло целых 57 глав. В последнем его сражении он по факту сливался и Ао, и Кашину Коджи. Он не мог защитить свою команду и едва не попрощался с жизнью. Хотя, если бы Кашин Коджи действительно хотел убить Канахамару, то он бы это сделал. Но его целью тогда была карма Боруто. Сейчас просто идеальный момент, чтобы Канахамару обучился чему-то новому. И я не говорю об обычном режиме отшельника. Это уже слишком слабо для мира Боруто. Канахамару действительно может стать тем, кто обучится совсем новому режиму мудреца. Если же у обезьян есть свой режим мудреца, то Канахамару точно нему обучится. То же самое могу сказать и об режиме жабьего отшельника. Он у него точно будет. Хоть и на первый взгляд не скажешь, но Канахамару тоже своего рода гений. Я не верю, что у него не будет большого апа в силе. Он может стать первым шиноби, кому удастся освоить сразу два режима мудреца, а возможно он сможет их еще и объединить. Нам уже четко дали понять, что уровень силы в Боруто на порядок выше, чем это было в аниме Наруто. Здесь уже враги будут куда сильнее. Канахамару создаст то, что мы еще не видели, а именно новый режим мудреца, сила которого будет сопоставимой силе мудреца Хаширамы, а может даже и еще больше. Также не стоит забывать, что Канахамару хорошо специализируется в фуиндзюцу, и вполне возможно, что он мог бы призывать бога смерти, как и его дедушка. Потенциал Канахамару действительно огромен, и если авторы захотят, то они раскроют его в Боруто. Пишите свое мнение в комментариях насчет возможной силы Канахамару, а также что вы думаете о режиме мудреца обезьян. А на этом у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ван Кайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.